Дорогие друзья, сегодня поделюсь с вами семейным рецептом паски, которому уже более 100 лет. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать все нюансы приготовления. Сначала приготовим опару. Нам понадобится столовая ложка сахара и 50 грамм живых дрожжей. Дрожжи перетираем с сахаром и добавляем 250 мл теплого молока, но не горячего. Все перемешиваем и сверху присыпаем мукой. 1 чайной ложки будет достаточно. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 20-30 минут, чтобы опара поднялась. В посудину, в которой будем замешивать тесто, добавляем сахар, ванильный сахар и яйца. Опара уже отлично поднялась, добавляем ее к яйцам и сахару. Все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Перемешиваем и частями добавляем просеянную муку. Сразу всю муку добавлять не нужно, чтобы не забить тесто. Добавляем 200 грамм муки и перемешиваем. Потом снова добавляем часть муки и перемешиваем. И так, пока тесто не станет густым. Затем по чуть-чуть добавляем растопленное сливочное масло. Понемножку вливаем масло и хорошо вмешиваем в тесто. Так повторяем, пока не закончится все масло. Предварительно масло нужно растопить и охладить. Ни в коем случае нельзя добавлять горячим. Перемешиваем и смотрим на консистенцию теста. Если оно жидкое, добавляем еще муку. В описании под видео я напишу, сколько муки у меня ушло на замес теста. Добавляем сухофрукты, у меня это изюм и курага. Предварительно сухофрукты нужно промыть и обсушить бумажным полотенцем. Если тесто уже тяжело перемешивать лопаткой, его нужно замешивать руками либо тестомесом. Если тесто слишком липкое, руки смазываем подсолнечным маслом. Муку добавлять уже не нужно, чтобы не забить тесто, оно должно быть мягкое, пластичное и не липнуть к рукам. Посудину, в которой будет подходить тесто, смазываем подсолнечным маслом. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте примерно на час, чтобы подходило. Когда тесто подошло, руки смазываем подсолнечным маслом и перемешиваем. На этом этапе долго вымешивать не нужно, только перемешиваем. Отправляем тесто в посудину, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на расстойку. Когда тесто подошло, перемешиваем его. Формы для выпекания я смазываю подсолнечным маслом. Если вам нравится такой рецепт, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. Формы наполняем тестом на 1/3. Заготовки накрываем полотенцем и оставляем подходить примерно на 20 минут. Когда тесто в формах поднялось, ставим в разогретую духовку до 160 градусов ориентировочно на 50 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Остывшие куличи намазываем глазурью. У меня идеальная глазурь, которая не будет трескаться на пасхальной выпечке. Рецепт оставлю в описании под видео. Для декора я сделала печенье гнезда и бисквитный мох. Украшение пасхальных куличей – это процесс творческий, тут кому как нравится. Ссылки на рецепты декора будут в описании под видео. Еще я решила пасхальные куличи покрыть голубой глазурью. Для этого в начале приготовления глазури добавила пищевой краситель. Вот такие красивые нарядные пасхальные куличи у меня получились. Красивый пасхальный декор – это уже половина успеха. Ну что ж, давайте разрежем и посмотрим, какая пасочка внутри. Паски отлично пропеклись, они пористые, вкусные и, как на мой вкус, в меру сладкие. Готовьте с удовольствием и пусть ваши паски будут вкусными.
Всех поздравляю со светлым праздником Пасхи!